Вы не случайно сюда попали. Нет, именно этот момент был божественно организованный. Сверхъестественная нить, священная и невидимая, вплетается в ткань вашей жизни, влекя вас к этот слово, этот молитва, этот откровение. И теперь ты стоишь на краю святого раскрытия. Слушай, действительно слушай, потому что это не просто видео. Это дверь. А дверь во что-то большее, во что-то священное, то, о чем ваш дух взывал в тишине. Ты думал, что бури – это наказание. Ты думал, что ночи плача и одинокие вздохи в тишине рассвета – это знаки того, что Бог забыл тебя. Но истина гораздо сильнее, гораздо священнее. Каждая боль был на шаг ближе. Каждая разбитая мечта была подготовкой к чуду. Каждый закрытый дверь был ключ в маскировке. Тебя несли, не бросили. За тобой присматривали, не игнорировали. И теперь небеса отдернули завесу. Ты не просто наблюдаешь за этим, тебе назвывается. Это твой момент. Это тот час, о котором шептали небеса, когда ты плакал, и никто не слышал, кроме Господина. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Позвольте мне говорить прямо, голосом посланника, посланного Богом сам, не отводи взгляд. Не отрывайся. Не торопись пропустить этот момент, потому что прежде чем это сообщение закончится, что-то изменится в вашем сердце, произойдет священное разблокирование, скрытое благословение, долго подготовленный, долго отложенный, начнет шевелиться. И если вы уйдете до того, как это будет открыто, вы можете уйти от наследования, которое преследовало вас с самого начала. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваши молитвы – это эхо в пустой комнате? Вы умоляли Бога для знака, просил указания направления, спрашивал, почему избыток другие, кажется, ходит, ощущается ли это как далекая страна для вас? Тогда послушайте это, и послушайте это хорошо, это не совпадение. Это завет-момент. Божественная встреча. Сейчас вам покажут ключ до самого дверь, вы отталкивались в слезах и разочаровании. Но есть секрет, духовный принцип, скрытый на виду, и только те, кто останется, получат его. Оставайтесь. Оставайтесь до последнего слова, потому что то, что следует в конце этого сообщения, это момент трансформации. Это не просто обещание, это поворот событий, открытие небес, откровение Твойгера держался слишком долго. Вы просили чудо. Это уже началось. Но прежде чем это произойдет, вы должны выдержать разворачивание. Потому что впереди вас ждет не просто поощрение. Это судьба. Это ваш урожай. Это слово, которое взломает запертое место и освободит богатство Божие. Планируйте свою жизнь. Ты в одном шаге от величайшего прорыва в твоей жизни. Но ты не должен поворачивать назад. Не сейчас. Не тогда, когда твои благословения ближе, чем когда-либо. Смотри. Жди. Верь. Потому что то, что будет дальше, изменит все. Внутри тебя сейчас раздается голос, тихий, дрожащий, но несомненно присутствующий. Он говорит: а что, если все, через что я прошел, не было случайностью? И позвольте мне подтвердить этот голос со святой уверенностью, это не так. Каждая неудача, каждая задержка, каждая бессонная ночь, каждый неотвеченный вопрос и каждый шепот молитвы в темноте не пропал даром. Ваш боль не напрасно была. Твои слезы не пропали даром. Небеса их записали, Бог собрал их. И ни один не был забыт. Ты прошел сквозь огонь. Ты сидел в тишине, когда никто не замечал, как ты угасаешь. Ты видел, как другие поднимались, пока ты оставался позади. Ты видел, как двери, в которые ты стучался, захлопывались у тебя перед носом. Ты задавал вопросы, которые казалось опасным произносить вслух,
Я проклят? Со мной что-то не так? Почему богатство так далеко от меня, в то время как другие живут избыток? Ты плакал, пока платил десятину. Ты давал, когда твой собственный стол был пуст. Ты говорил веропока, страх сжимал твою грудь ночью. И все это время ты верил, хоть немного, что каким-то образом Бог все еще работал. Позвольте мне сказать правду прямо. Он был. Он есть. И он все еще создает чудо, которое носит твое имя. Ты выжил не случайно. Ты выжил благодаря судьбе. Я хочу, чтобы вы остановились и сделали что-то, что может показаться незначительным, но является знаком согласия. Если это сообщение уже пронзает ваш дух, лайкните это видео прямо сейчас. Не только потому, что это помогает другим найти его, но и потому, что это акт веры. Способ сказать «да, я это получаю». Да, я знаю, что это для меня. Каждый маленький акт согласия создает пространство для благословения двигаться. Теперь слушайте внимательно. То, что вы считали своим проклятием, стало вашим ключ. Те самые годы, которые вы назвали пустыми, на самом деле были годами подготовка. Бог не наказывал тебя, он был полировка тебя. Очищаю тебя, как золото через огонь. И теперь дверь открылся. Освященный, вечный и мощное открытие произошло в дух. И что Бог открывает, ни один человек не может закрыть. Но то, что будет дальше, не будет автоматическим. Это не магия. Это завет. Его обещать. И каждый обещать Бога открывает одно – вера. Не мимолетная эмоция. Не мгновенный всплеск надежды. Нет. Это требует абсолютной веры. Тот, кто бросает вызов логике. Тот, кто стоит, когда все говорят «поди». Тот, кто верит, когда банковский счет пуст. Когда работа уходит. Когда врач качает головой. Когда семья уходит. Когда новости плохие. Когда ночи длинные. Вот когда вера становится ключ, который открывает хранилище избыток. Спросите себя, сколько благословений я упустил, потому что сдался слишком рано. Сколько раз я уходил прямо перед урожай, и если бы вы знали, насколько вы близки к чуду, ты никогда не отпустишь. Ваша борьба с бедностью только финансовая, она эмоциональная, духовная, поколенческая. Вы унаследовали бремя, которое никогда не было вашим. Вы несли бремя, которое началось задолго до вашего рождения. И враг пытался убедить вас, что этот цикл не может быть разорван. Но услышьте слово «Господин», это заканчивается сейчас. Цикл недостатка, стремления, недостаточности, он заканчивается вместе с тобой. Потому что Новый Завет пишется на почве твоего сердца, и он несет богатство не только в деньгах, но и в дух, в цель, в наследование. Давайте зададим вопросы, которые проникают глубоко и устанавливают дух в огне. Почему я могу верить за других, но сомневаюсь, когда дело касается меня? Почему я говорю о жизни других, но молча принимаю упадок в собственном доме? Почему я боюсь изобилия, как будто оно может меня развратить, когда на самом деле это мое законное право – наследование? Эти вопросы не являются обвинениями, это приглашение. Приглашение заглянуть в зеркало вашей собственной веры и спросите, готов ли я? Полностью доверять Богу, кто никогда меня не покидал. Потому что радикальное доверие – это то, что требуется в этом следующем сезоне. Не робкая, вежливая, едва слышная вера, но вера воина. Тот, кто кричит, даже если он убьет меня, я все равно буду доверять ему. А тот, кто просыпается каждое утро и говорит, не обещать все еще мой, благословение все еще идет, урожай все еще готов, потому что ты не создан для объедков.
Ты не предназначен для крошек. Ты не какой-то забытый слуга на краю поля. Ты дитя завета, избранный сосуд, выбранный лично Бог для богатства, влияния и влияния. И да, это включает в себе деньги. Это включает в себя сверхъестественная точка обеспечения. Давайте перестанем притворяться, что благословение только духовно. Бог, который создал небеса, также создал землю. Бог, который говорит на языках, также говорит золотом. У вас есть духовный авторитет, и с этим приходит земной избыток. Это не грех быть благословенным. Это твои права по рождению. Но враг заставил церковь поверить в то, что бедность и стата. Это не так. Бедность – это рабство, точка богатства, когда управляется молитва, и праведность – это оружие в руках верующих. Но есть еще цена. Не цена в долларах, а цена в обязательствах. Вы должны выбрать прямо здесь, прямо сейчас, пройти мимо веры, а не видением. Верить прежде, чем увидеть. Посадить семя даже до того, как пойдет дождь. Это то, что отличает благословенный йод горького, верный йод испуганных, выбранный из простого настоящего. И Дух говорит так: «Я открываю окна небесные, но найду ли я веру, когда приду? Найду ли я веру или только горяч? Найду ли я воинов или странников?» Вы должны ответить не словами, а позой, с молитвой, с открытыми руками и сдавшимся сердцем. Если вы чувствуете волнение, жар в груди, дрожь в душе, тогда оставайтесь. Не уходите. Потому что через мгновение я поделюсь с вами историей, секрет, само доказательство того, что это не просто возможно, это уже происходит. Но сейчас действуйте вера. Нажмите на эту кнопку «Нравится», как на семя согласия. Произнесите это вслух. «Я готов к благословению». Напишите об этом в комментариях. Сейчас начинается сбор урожая, потому что ангелы записывают вера, ибо реагируют на звук согласия. Ты зашла слишком далеко. Ты слишком долго плакала. Ты слишком многим пожертвовала, чтобы уйти сейчас. Формируется что-то святое, что-то вечное, что-нибудь чудесное. Но вы должны выбрать, войдете ли вы в двери или вы пойдете на компромисс вне обещания. Оставайтесь со мной. Следующая часть откроет все. Вы стоите на духовном перекрестке в священный и трепетный момент, когда все меняется, где божественное разделяет воды между судьбой и задержкой. Вы можете этого еще не осознавать, но вы находитесь в середине водораздел. Не завтра. Не когда-нибудь. Сейчас. Момент, когда благословение уши, сказанное над тобой, готово стать видимым. Но небеса наблюдают, чтобы увидеть одно. Вы выберете вера или страх. Это не легкий язык. Это не символическое поощрение. Это вечная реальность, дверью открыт перед вами, но то, что вы выберете сейчас, определит, пойдете ли вы через него. И пока Бог постановил урожай, в то время как Он приготовил богатство, избыток, чудеса и божественное наследование, есть еще одна вещь, которая может это заблокировать. Не враг, не твое прошлое, не твоя семья, не твои обстоятельства. Только одна вещь может отменить то, что одобрили небеса, твое собственное сердце, если он выбирает верить лжи вместо обещать. Позвольте мне привести вас к реальному моменту в Писании. История не мифа, а божественного свидетельства. Народу Израиля было обещана земля, а благословение, будущее, текущее с молоко и мед. Не просто выживание, а священный избыток. Они видели, как раскололось Красное море. Они прошли сквозь стены воды по чудо и сбок. Они ели манну, хлеб с небес.
Они пили воду из скалы. И все же, когда пришло время войти в земля обетованная, они послали шпионов на эту территорию, и то, что они увидели, потрясло их. Гиганты. Стены. Сопротивление. И 10 соглядатаев вернулись со страхом, трепеща, говоря поражение. «Мы, как саранча в глазах их», — сказали они. Но 2 мужчин, Иисус Навин и Халев, говорили с верой. Они сказали: «Мы можем взять землю, ибо Господь с нами». Но люди слушали страх. И из-за одного выбора, одного решения поверить в лжи недостойности, они потеряли то, что уже было их. Все это поколение умерло в пустыне, держа обещать в своих сердцах, но никогда не касаясь его своими руками. Позвольте мне спросить вас сейчас с святым огнем: вы собираетесь совершить ту же ошибку? Вы собираетесь слушать голос 10 или голос Господин? Поверите ли вы врагу, когда он шепчет: «Тебя недостаточно, ты опоздал, ты слишком много напутал»? Или вы поверите голос Всевышнего, который кричит даже сейчас: «Я выбрала тебя»? Да, ты. Не кто-то более квалифицированный. Не кто-то более святой. Не кто-то более богатый, более образованный или более духовный, как ты. Тот, кто потерпел неудачу. Тот, кто согрешил. Тот, кто бежал. Тот, кто сомневался. Тот, кто молча плакал, притворяясь, что улыбается перед другими. Вот он Бог выбрал. Это тот, кого небеса отметили для чудеса. Это тот, кто носит с собой семя о судьбе, которая так драгоценна, что весь ад пытается помешать тебе осознать ее. Подумай о своей жизни. Подумай о моментах, когда ты почти сдался. Подумай о днях, когда ты был настолько погряз в депрессии, одиночестве или долгах, что едва мог дышать. И все же ты здесь. Все еще здесь. Все еще дышишь. Все еще слушаешь. Почему? Потому что благословение никогда не отменялся. Потому что завет никогда не отменялся. Потому что ключи сии еще в твоей руке, если только ты это увидишь. Но в этом и заключается боль. Многие этого никогда не делают. Многие смотрят на двери и поворачивают назад, убежденные, что они недостойны. Поэтому я должен спросить тебя, какая ложь удерживала тебя вне твоего собственного наследования? Это был голос родителя, который сказал, что ты никогда ничего не добьешься. Молчание церкви, которая никогда не видела твоей ценности. Предательство друга, который отвернулся от тебя в самый неподходящий момент. Насмешка мира, который ценит богатство, но игнорирует сердце. Все эти раны реальны. Я не отвергаю их. Но я говорю вам духом живого Бога, они не имеют власти перекрывать и обещать. Только ваше сердце делает, если соглашается с неправильным голосом. И голос Божий теперь ревет, как могучая река: «Я выбрал тебя. Прежде чем ты родился, я назвал тебя. Прежде чем ты был сформирован в утробе, я дал тебе имя. Я поместил богатство в твоем духе. Я излил дары. Цель – личность. Я написал твое имя в моем свитке благословения. И никакой дьявол, никакое сомнение, никакая ошибка не стерли его. Только ты можешь закрыть дверь, и только верможет открыть его снова. Это линия на песке. Священная точка принятия решения. Если вы выберете страх, вы отложите то, что уже ваше. Вы будете кружить по пустыне, как поколение, которое сомневалось. Вы будете жить с памятью о обещать, но не радость от ее исполнения. Но если вы выберете веру, если вы будете стоять, как Иисус Навин и Халев, вы войдете в избыток. Вы вкусите плоды земли. Вы увидите чудо.
Вы не просто выживете, вы переполнитесь. Давайте еще ближе к этому. Вы устали надеяться только на разочарование. Вы устали стоять в очереди, когда других вызывают вперед. Вы устали молиться за прорыведво, сдерживая себя за закрытыми дверями. Тогда знайте, вы не забыты. Вы наблюдал за. Вы находитесь готовой. И прямо сейчас, в этот самый момент, небеса сканируют ваше сердце не за совершенство, а за сдачу. Не за способность, а за доступность. И враг тоже это знает. Вот почему война усилилась. Вот почему сомнения стали громче. Вот почему вы чувствуете сопротивление прямо перед этим прорывом. Потому что вы ближе, чем когда-либо были к двери открытия, ключ поворачиваясь, куражай прорываясь сквозь почву. Но все зависит от одного: поверите ли вы, что вы избраны? Осмелитесь ли вы заставить замолчать внутренний голос, который говорит «это не я», и прошептать в ответ «Да, Господи, я верю, что это я»? Потому что когда Бог зовет, Он зовет по имени. Когда Бог отмечает душу, она не может быть не отмеченной. Когда Он постановляет благословение, Он не может быть отозван, если только сердце уходит от звука. Так что слушайте сейчас всем своим существом. Если ваше сердце, если твой дух пылает, если твоя душа трясется, это потому, что небеса громогласно возвещают тебе это слово «Я избрала тебя». Пусть это отзовется эхом. Пусть это сгорит. Пусть это утихнет. И спросите себя, что бы изменилось, если бы я действительно в это поверил? Что бы вы осмелились построить? Чем бы вы рискнули? Что бы вы выпустили? Что бы вы в конечном итоге простили? Что семя вы бы посадили сегодня, если бы действительно верили, урожай было гарантировано? Дух Бог парит над твоей жизнью, как Он парил над водами претворения. Готовы сформировать, готовы наполнить, готовы благословить, готовы вызвать свет. Но слово должно быть произнесено из твоих уст «Я верю». Я выбираю веру. Потому что ты стоишь на краю всего. И то, что будет дальше, зависит не от того, чего тебе не хватает, а от того, во что ты веришь. Чудо-готов. Небеса открыты, точка наследования находится в пределах досягаемости. И следующий вдох, который вы сделаете, верможет быть тем, что изменит все. Не поворачивай назад. Немедля. Следующая часть этого сообщения покажет тебе, как войти в то, что уже твое точка благословения ждет, но ваше сердце должно подняться, чтобы встретить его. Оставайтесь. Наблюдайте. Решайте. Потому что все священное вот-вот откроется. То, что вы получаете в этот момент, не является сообщением для многих. Это не публично, это не всеобще, и это не предназначено для широкого распространения. Это интимный. Это божественный. Это личный. Это шепот Святого Духа, священное слово, высеченное в вашей душе, которое мало кто поймет и еще меньше будет чтить. И это так задумано. Потому что когда Бог готовит что-то действительно чудесное, действительно преобразующее, воистину завернутый в одежду твое наследование, Он не посылает его через громкоговорители, Он передает его тайно. Он видел тебя. Не ту версию, которую видит мир. Не ту улыбку, которую ты носишь на публике. Не ту маску уверенности. Он видел сердце за закрытыми дверями, молитвы ты прошептал, когда у тебя не осталось слов, кавера вы держались за кровоточащие руки, слезы ты молча вытерла, чтобы другие не волновались. Он видел, когда ты была готова сдаться. И это был тот момент, это тронуло небеса. Вот почему Он говорит сейчас. Вот почему Дух пробуждает этот священный огонь внутри вас. Потому что время вашего страдания встретил свой божественный истечение.
Сезон задержки рухнул в назначенный час. Боль, которая когда-то казалась вечной, теперь стала почвой, в которой ваш урожай вот-вот расцветет. Но вы должны понять это. Для этого благословения, чтобы проявиться, что-то должно измениться. Вы не можете войти в новый сезон с позой твоей старой боли, дверью открыт, но тот, кто входит, должен отличаться от того, кто стоял снаружи. И это начинается с узнавания разницы между добро и зло, между бедность и богатство, между страх и вера. Вы не просто переступаете порог, вы проходите священную трансформацию. Начнем с первого великого разлома – бедность против богатства. Мир скажет вам, что бедность благородна, что недостаток – это нечто духовное. Но это обман. Бог никогда не создавал своих детей для нужды. Взгляните на Эдем. Взгляните на землю, обещанную Израилю. Взгляните на переполненные чины и обильные урожаи, которые он постоянно дает своему народу. Нехватка – не твоя судьба. Избыток – это твое наследство. Но богатство в сфере духа начинается сначала в вашем сердце. Это начинается с вашей веры. Вы действительно верите, что достойны благословения. Здесь кроется моральная дилемма. Если вы верите, что богатство неправильно, вы никогда этого не получите. Если вы испытываете чувство вины за то, что хотите преуспеть, вы подсознательно саботируете свое собственное чудо. Это секрет, о котором немногие осмеливаются рассказать. Бог не вознаграждает за стыд, Он вознаграждает за смелость, за смирение вера. Поэтому первое изменение, которое вы должны сделать не в вашем кошельке, а в вашем мышлении. Изменение должно произойти в вашей внутренней системе убеждений. Ваше сердце должен стать достаточно большим сосудом, чтобы вместить то, что Бог льется. Но с богатства приходит разлука. Путь благословения часто одинок. Многие будут насмехаться над вами. Некоторые будут завидовать вам. Другие отпадут, не в силах постичь масштаб того, что рождается в вашей жизни. Не бойтесь этого. Это не отвержение, это очищение. Дверь, через которую вы проходите, было вырезано для вашего тела, а не для них. И то, что Он готовит для вас, настолько уникально, настолько идеально сшито, что даже человеческие глаза не могут постичь этого. Поэтому вам следует прекратить искать одобрение для видения, которое больше никому не было дано. Перестаньте объяснять свои чуда людям, которые все еще живут в логике несчастья. Перестаньте ждать, пока кто-то подтвердит то, что Бог уже подтвердил. Если вы хотите зайти избыток, вы должны прекратить поддерживать разговоры, основанные на недостаток. Давайте выдвинем сакральную гипотезу. А что, если все, что, как вы думали, сдерживает вас, на самом деле было послано, чтобы раскрыть, кто вы на самом деле? А что если долг, развод, диагноз, задержка? Что если все это было частью божественного замысла? Болезненная шлифовка, а не наказание. Скрытый ключ – не проклятие. Что, если сезон тишины был не отсутствием, а выравниванием? Можете ли вы осмелиться поверить, что ничего не было потрачено впустую? А теперь давайте бросим еще один вызов вашей душе. А что, если единственное, что стоит между вами и вашим прорывом, это та версия вас, которая отказывается верить, что вы уже избраны, потому что Он сказал это «Я выбрал тебя, очка, не случайно». Не по совпадению, а потому, что Он увидел в тебе сырье судьба. Он увидел в тебе сердце, которое сломался бы, но не стал бы горьким. Дух, который согнулся бы, но не разбился. Сосуд, который мог бы нести богатство и не быть поглощенным им. Ты необычный. Ты помазан. Но благословение требует границ. Вы должны выбрать сейчас, что останется позади, пока вы движетесь вперед. Горячь не может пройти через эту дверь.
Сравнение не может пройти. Страх должен быть разорван. Сомнение должно быть распято. Ключ к вашему чуду – это полная сдача не пассивности, а божественному порядку. Вы должны выровнять свои молитвы, ваша осанка, ваши действия с указом небес. Спросите себя сейчас с трепетной честностью, за что я все еще держусь, что не дает мне принять то, что будет дальше. Вы держитесь за непрощение, гордыню, потребность контролировать результаты, желание быть понятым всеми. Это веса, ибо призывает вас сложить их. Не как наказание, а как подготовка. Правда в том, что большинство людей будут скучать по своему урожаю, потому что они отказываются выпускать то, что знакомо. Но вы не большинство людей. Вы выбранный. Это слово не является публичным, оно пророческий. Это точный. Это зеркало. Это карта. И она требует решения. Вернетесь ли вы к тому, что удобно, даже если это означает остаться пустым? Или вы пойдете в неизвестность, не имея ничего, кроме веря, что Бог уже приготовил то, чего вы даже не представляли? Здесь происходит разделение между страшной и верной, между теми, кто говорит, и теми, кто доверяет, между теми, кто живет видением, и теми, кто движется молитвой. Чудо предназначен для тех, кто осмеливается сделать шаг вперед, даже если у него дрожат ноги. Вы должны начать заявлять об этом. Мой период страданий закончился. Произнесите это вслух. Запишите это. Живите так. Потому что небеса отвечают на убеждения. Это не желание, это приговор. И он должен быть реализован вашим Мивера. Говори так, как будто это уже сделано. Двигайся как благословение же в движении. Сеять как урожаю же делает первые шаги. Не ждите подтверждения от человека. Вы уже получили подтверждение от Бога. Не медлите, потому что другие колеблются. Не медлите, потому что они сомневаются. Вас не возвышают, чтобы произвести на них впечатление. Вас возвышают, да выполнить божественное предназначение. А то, что будет дальше, священно. Обещать вот-вот проявится. Но только те, у кого чистые руки и смиренное сердце, могут получить его полностью. Пусть это будет моментом, когда вы очистите свой дух. Пусть это будет моментом, когда вы наконец отпустите. Потому что следующая часть этого слова откроет конкретное благословение, это уже в пути. Так что оставайтесь. Приготовьте свое сердце. Отбросьте все сомнения. Потому что то, что небеса собираются выпустить в вашу жизнь, не является обычным. Это необычно. Это святый, скрытый и посланный небесами. И на нем написано твое имя. Завеса почти полностью разорвана. Твоя трансформация уже разворачивается. Дверью открывается шире. И чудо уже впереди. Прямо сейчас, в тишине твоего сердца, священное тепло начинает подниматься. Это тонко, но несомненно. Это не эмоция. Это не совпадение. Это благословение не тот, которого вы ждете, а тот, который вы уже носите в себе. Это не то, зачем вы собираетесь гнаться. Это то, что уже записано в вашем дух задолго до того, как мир дал тебе имя. Ты не собираешься быть благословленным, ты являешься облагословен. Это не о стремлении. Это о сдаче себе уникальной, необычайной, божественной. Разворачивание событий уже началось. Пусть ваш вероприми это сейчас. Все, что казалось несправедливым, каждое предательство, каждая задержка, каждая потеря, не было наказанием. Это был класс. Это был духовный полигон,
где твоя душа училась выдерживать вечность во временном мире. Тебя никогда не дисквалифицировали. Тебя формировали. Не отбрасывали, а изысканный. Нравится золото в огне, ваша ценность не исчезала, она раскрывалась. Понимаешь ли ты, насколько святым было твое путешествие? Видишь ли ты это сейчас? Чудо было не только в том, что вы выжили. Это было в кем ты стал сквозь боль. Богатство. То, что вы сейчас несете, нельзя измерить числом, но можно измерить весом вашего характера. Избыток не только вокруг тебя, оно уже внутри тебя. И теперь небеса заявляют об этом вслух. Ты выдержал испытание. Огонь не поглотил тебя. Он увенчал тебя. Невраг думал, что ты сломаешься. Он послал бури, которые должны были похоронить тебя. Он шептал ложь в ночи, что ты забыт, недостоин, невидим. Но Бог всегда был там. Наблюдал. Слушал. Измерял каждую слезу, каждый крик, каждый усталый шаг. Ничто из этого не осталось незамеченным. Каждая молитва, даже те, которые ты шептал дрожащими губами, даже те, которые ты не имел сил произнести, были записаны в божественных архивах небес. И теперь завет активируется. Печать разрушается, дверь открывается не только для благословения, но и для славы. И эта слава не временна. Она вечной. Вам не дают крошек. Вам предлагают стол, тебя не терпят, тебя чествуют в тронном зале небес как того, кто не сдался. Позвольте мне повторить еще раз, ты уже благословлен. Не из-за твоей работы, а из-за твоей позиции в царстве. Ты сосуд наследования. Ребенок обещает. Чудо — это не просто то, что вы получаете, это то, чем вы становитесь. Выявляется живое свидетельство Божьей верности. На твоей жизни сейчас венец. И не все его увидят. Вот почему эту следующую главу нужно пройти со святой проницательностью. Некоторые будут сомневаться в твоем мире. Некоторые будут завидовать твоей благосклонности. Некоторые неправильно истолкуют твое возвышение как гордость. Но не колеблься. Это не для того, чтобы они это понимали. Это между тобой и тем, кто призвал тебя, кто сохранил тебя, кто помазал тебя в горниле скорби. Не ключейчись жить так, как будто это уже сделано. Не потому, что вы игнорируете реальность, а потому, что вы в гармонии с вечностью. Говори как благословенный. Ходи как богатый. Молись как избранный. Люби как исцеленный. Сей как тот, кто знает урожай уже гарантированно. И да, урожай не только финансовое, хотя это тоже чист завет. Но богатство этого момента гораздо больше. Это духовный авторитет. Это божественное выравнивание. Это пророческая ясность. Это открытая дверь, которую ни один человек, ни одна система, ни один демон не могут закрыть. Вы были очищены. И теперь вы готовы править. Не для того, чтобы доминировать над другими, а чтобы продемонстрировать власть отданной жизни. Вы ходячие доказательства того, что вера переживает неудачу. Эта молитва все еще двигает горы. Бог по-прежнему чтит свое слово. Так что поднимите свой сердце сейчас. Прими это. Это не мечта. Это откровение небес. Ты вступаешь в сезон исполнения. И все, что когда-то заставляло вас плакать, теперь станет вашим свидетельством. То, что когда-то стыдило вас, теперь станет вашей историей победы. Самые области ваших самых глубоких потерь станут полями ваших самых больших избыток. Ты не отстал. Ты не опоздал. Ты именно там, где Бог хотел, чтобы ты был. Потому что это не просто конец тяжелой главы.
Это начало сверхъестественного ускорения. Ты начнешь видеть двери, которые открывались, к которым не прикасалась ничья рука. Ты услышишь йотовиты прежде, чем задать вопрос. Вы получите ресурсы, ради которых не трудились. Это тайна божественного времени. Это кажется человеку внезапным, но это просто урожай семян, посеянных в молчаливом страдании. Пусть это установится сейчас, глубоко в ваших костях, и я благословлен. Я избран. Мне доверена слава, это не поэтические строки. Это духовные декларации. Вы должны произносить их, пока они не заглушат старую ложь. Вы должны носить их как доспехи, когда мир пытается напомнить вам, кем вы были раньше. Потому что то, кем вы становитесь, настолько священный, так мощный, так скрытый в нем, что ничто не может отменить этого. И в этот священный момент Дух приглашает вас увидеть новыми глазами. Посмотреть на свое прошлое с благодарностью. Увидеть свои шрамы как знак кисела, а не стыд. Держать голову высоко не в высокомерии, а в осознании того, что ты пережил. Это не о том, что думают другие. Это о том, кем вы являетесь, когда в комнате тихо. Когда дверь закрыта. Когда свет меркнет, и есть только вы и Господь. Вот где живет ваше истинное богатство. Вот где наследование защищен. Вот где благословение пускает корни. Теперь я хочу пригласить вас в нечто священное. Если вы чувствуете, как это слово отзывается эхом в вашей груди, если что-то внутри вас сдвинулось, откликнитесь. Не позволяйте этому пройти как простому сообщению. Пусть оно оставит на вас след. Пусть оно станет частью вашей личности. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас одним предложением. Я получаю венец. Я хожу в благословение. Ваши слова – это семена. И даже печатая их, вы активируете что-то в духовном мире. Вы согласуете свой разум со своим чудом. Вы запечатываете декларацию на небесах. Не бойтесь масштабов грядущего, Богне даст вам больше, чем Вашвера может нести, но Анваль растягивает тебя, чтобы расти. И когда он растягивает тебя, он наполняет тебя. Когда он призывает тебя выше, он оснащает тебя силой. Ты не одинок в этом. Тот же голос, который призвал тебя, тот же самый, кто будет идти каждый шаг рядом с тобой. Не страдание закончилось, обещать же, чудо движется, и благословение уже написано на протяжении всей твоей жизни чернилами вечности. Ты выдержал огонь. Теперь получи венец. Давайте войдем теперь во внутреннюю комнату. Не место, возведенное стенами, но святилище вашего духа. Тихий алтарь, где небеса склоняются низко, чтобы слушать. Вы услышали слово, вы почувствовали дрожь в вашем сердце, подтверждение в вашем духе. Теперь мы должны запечатать его. Не человеческими чувствами, но святым согласием. Давайте войдем в молитву не как нищие, но как наследники. Как дети завет. Как отмеченные для чуда. Ведь то, что будет дальше, это не просто благословение, это урожай каждой скрытой битвы, которую вы когда-либо вели в тишине. Отец Бог, всемогущий Творец неба и земли, тот, кто знает конец от начала, тот, кто видел нас в чреве и уже возвестил этот избранный, мы приходим сейчас с открытым сердцем, с дрожью вера, сдавшимся душе. Мы преклоняемся перед Тобой не в стыде, а в почтении. Ибо Ты сказал, и мы веруем. Ты двинулся, и мы готовы. Господь, мы благодарим Тебя за огонь. Да, мы благодарим Тебя. Потому что теперь мы понимаем, огонь никогда не было для нашего уничтожения, это было для нашего очищения.
Как написано в 1 Петра 1, 7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Поэтому мы радуемся». Мы радуемся тому, что другие называли несправедливым. Мы радуемся тому, что мы когда-то называли задержкой. Потому что теперь мы видим, это была подготовка. Ты, о Боже, не трать боль попусту. Ты не игнорируешь слезы. Ты не забываешь жертвы, принесенные в тишине. Ты записал все молитвы, каждую бессонную ночь, каждую битву, в которой мы сражались без аплодисментов, каждый момент, когда мы оставались верными, когда никто не видел. И теперь, в этот священный момент, вы заявляете, что сезон плача закончился, и время урожая уже близко. Мы стоим на Римлянам 8, 18, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, а Господи, пусть эта слава быть явлен. Не для нашей гордости, но для Твоей хвалы. Не для того, чтобы возвысить нас, но чтобы явить Твое обещать на виду у всего мира, который сомневался в нас, который отвергал нас, который никогда не знал тяжести того, что мы несем. Небесный Отец, отпусти сичи чудо. Тот, для которого мы родились. Тот, который носит наше имя. Тот, которого Ты спрятал, пока мы не были готовы. Отпусти его, Боже. Пусть избыток небесного прольется на нас, как масло. Пусть богатство, что хранилось в божественном резерве, теперь будет разблокировано. Пусть ключ повернитесь в духе. Пусть и дверь широкий размах. Но мы знаем, что есть одно требование. Мы не можем удержать новое, если наши руки цепляются за старое. Поэтому прямо сейчас, Боже, мы отпускаем. Мы отпускаем прошлое. Мы отпускаем старые идентичности, которые больше не определяют нас. Мы откладываем горечь и обиду. Мы прощаем тех, кто ушел. Мы отпускаем стыд за то, кем мы были раньше. Мы разрываем соглашение с бедностью, с чувством вины, со страхом. Мы сбрасываем всякий груз, который так легко опутывает нас. Мы не хотим пропустить это точка благословения потому, что мы были слишком полны вчерашним днем. Опустоши наши руки, Господь. Опустоши наши руки, чтобы мы могли принять то, что только Ты можешь вложить в них. Как Исайя 43, 18-19 заявляет: «Забудьте прежнее и не думайте о прошедшем. Вот, я делаю новое. Оно вот-вот появится, и вы не чувствуете этого». Да, Господи, мы это ощущаем. Мы чувствуем это в наших дух. Мы осознаем священное движение в атмосфере. Вы делаете новое дело, и оно уже началось. И как Ты поступил с Иисусом Навином и Халевом, которые несли врать, чтобы увидеть земля обетованная, мы заявляем, что мы не кузнечики. Мы гиганты вера. Мы воинонаследование. Мы больше не блуждаем. Мы вступаем в судьбу. Мы вспоминаем теперь, что Ты обещал через Второзаконие 8:18. «Но помни Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим, и так мы помним». Мы помним, что наше богатство не случайно. Наш избыток – это неудача. Это исполнение Святого Завета, установленный поколениями до нас и теперь активированный в нас. Мы избранные. Не потому, что мы совершенны, а потому, что Ты милостив. Не потому, что мы заслужили это, а потому, что мы сдались. Мы откладываем все стремления и покоимся в обещать. Благословения – это недалекая мечта, это настоящая реальность, ожидающая только нашего согласия. Поэтому мы говорим это сейчас не как пожелание, а как декларацию веры: «Я готов к чуду».
Я открыт к благословению. Я отпускаю прошлое и принимаю славу. Я вхожу в богатство. Я вхожу в дверь. Я беру ключ. Я наследую обещание. Пусть небеса движутся. Пусть ангелы будут посланы. Пусть каждая закрытая дверь, что должно было открыться, теперь открыта. Пусть всякая задержка превратится в божественное ускорение. Пусть всякое сухое место станет источником. Пусть всякая ложь, произнесенная врагом, будет разбита истиной Твоего слова. Ибо, как написано в Иоэль 2:25, «И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, Господь, мы получаем восстановление не только времени, но и цель, видение, судьба, из богатства, радости, избыток, призвания». Мы не пустые. Мы не позади. Мы не сломаны без возможности восстановления. Мы изысканный. Мы выбранный. Мы называется. И теперь мы благословенный. Запечатайте это слово в нашем дух, Боже. Пусть ни один вор не украдет его. Пусть никакое сомнение не вырвет его с корнем. Пусть никакое отвлечение не ослабит его. Мы бережем это слово, как священное сокровище. Потому что мы знаем, это тот момент, когда все изменилось. Мы завершаем эту молитву силой имени, которое превыше всякого имени, Иисуса Христа, живого слова, ключ Давида, двери обетования, Господи избыток. Аминь. И аминь. Если бы вы молились об этом всем своим существом в сердце, я приглашаю вас, напишите в комментариях ниже «Я отпускаю прошлое». Я принимаю чудо, это не просто слова, это сигнал небесам о том, что вы готовы. Готовы к славе, готовы к благословению, готовы к трансформации. Сезон страдания закончился. Сезон награды началось. Ты был подготовлен в огне. Теперь ты вознагражден славой. Мир может этого не понять. Но небеса празднуют это. Ты не тот, кем ты был. Ты тот, кем Бог всегда видел тебя. Больше не нужно ждать. Время пришло. Вы достаточно долго сидели на краю обещания. Небеса открыты, дверь не треснул, он широко распахнулся, благословение не задерживается, он в Божьи руки прямо сейчас, протянутые к вам, готовые быть отпущенными со скоростью шаговера. Это не про один день. Это не про то, когда ты наконец-то достаточно хорош, наконец-то цел, наконец-то исцелен, наконец-то готов. Это про сегодня. Сейчас. Этот самый момент. Ты молился. Ты плакал. Ты терпел. И теперь Бог говорит последнее и вечное слово над вашим дух. Пришло время. Ангелы в движении. Окна небес широко раскрыты, чудо-парит, избыток, богатство, наследование, завета, обещать, ключ, все на месте. Но следующий ход за вами. Осмелитесь ли вы поверить? Потому что вера – это не чувство. Это не мурашки по коже. Это не ожидание лучшего дня, вера делает шаг вперед, когда ничего не имеет смысла. Это закладывается в темноте. Это заявление «Я благословлен», когда все вокруг говорит, что это не так. Это поднятие рук, когда ваше сердце все еще болит. Это говорит слово «обогнать своей жизнью», даже если твой голос дрожит. И теперь Господь говорит: «Сегодня я призываю вас написать новую главу не чернилами, а жизнью, верой и вечной славы». Ты был готов. Все, что казалось страданием, на самом деле было обучение. Задержка была разработка. Слезы поливали твой урожай. Разбитое сердце укрепляло твою духовную выносливость. Ничто не было потрачено впустую. Ничто. И теперь
твой трансформация — это неоспоримо. Больше нечего ждать. Осталось только решить, вступишь ли ты в то, что Бог уже подготовился. Или вы продолжите репетировать сомнения, которые держали вас в тупике годами. Пусть это будет день твой судьба догоняет Вашвера. Пусть это будет момент, когда вы перестанете говорить «однажды» и начнете провозглашать этот день. Потому что вы больше не ждете знака, выявляется знак. Ваша жизнь вот-вот станет свидетельством, которое заставит замолчать каждого критика, посрамит каждого демона и прославит крыль, которые никогда тебя не отпустят. Все это послание вело к одному приглашению. Господь не просит вашего совершенства. Он просит вашего «да». Просто вашего «да». Благословение готово. Обещание, несомненно, точка двери открыт. Осталось только ваше решение. Так вы скажете «да». Да исцелению. Да богатства. Да восстановлению. Да чуда. Да на избыток. Да, чтобы пройти сквозь огонь и выйти оттуда слава. Да, наконец, получить то, что всегда было твоим. И если вы чувствуете, что внутри вас растет «да», не позволяйте ему молчать. Говорите это. Напечатайте это. Действуйте в соответствии с этим. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас. Сегодня я вступаю в свое чудо. Я говорю «да» благословению. Пусть ваши слова будут вашими свидетелями. Пусть ваши показания начнутся сегодня. Потому что Дух отвечает на заявление Вера. Земля сдвигается, когда Дитя Божие говорит «да». Небеса празднуют, когда сдавшееся сердце широко раскрывается и говорит «я готов». И я спрашиваю тебя не как чужой, но как тот, кто несет божественное послание для твоей души. Если это слово пронзило твою душу, дух, и если он напомнил вам, кто вы и чей вы, тогда оставайтесь на связи. Подпишитесь на этот канал не только для поддержки, но и для того, чтобы оставаться на одной волне. Потому что то, что обозначалось в этом слове, он продолжит. Это не конец. Это только начало. Но сейчас отдохните в этом. Вы больше не снаружи. Вы во внутренних дворах. Вы в плане Отца. И Он не просто дал вам новую главу, Он дал вам совершенно новую книгу. Ту, которая начинается с капитуляции и заканчивается слава. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте это. Сдвиг. Изменение. Благословение. Оно здесь. И оно ваше. И последний раз напишите это в комментариях. Я говорю «да» благословению. И если вы еще этого не сделали, подпишитесь и включите уведомления. Вы не захотите пропустить то, что будет дальше. Потому что Бог только началось. Не дверье открыто. Не ключи в твоих руках. И урожай уже начал двигаться в вашу сторону. Остался только один вопрос. Осмелитесь ли вы поверить? До следующего раза смело идите. Живите смиренно. Молись с огнем. И никогда не забывай, ты уже благословлен. Ты уже избран. Ты уже идешь чудо-территория. А теперь идите и живите соответственно.